Разберем 6 лучших воркаут-атлетов, которые блистали своим уровнем в прошлом десятилетии и годами вдохновляли ребят из разных стран. Но потом по каким-либо причинам им пришлось завязать с воркаутом. Кем они были и что с ними сейчас, узнаем в выпуске. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Первый чемпион мира по воркауту 2011 года из Харькова Евгений Козырь. В Украине и странах СНГ он был известен еще до чемпионства, а в 2011 году в латвийской Риге он показал свою лучшую форму по мнению судей. Женя Козырь первый из тех, кто задумался, как сделать воркаут популярнее и привлечь больше людей. Атлет изобретал свой стиль выступления, искал интересные переходы между статическими и силовыми динамическими элементами. Выделялся походкой по воздуху, были авторские элементы. Козырь 11 раз подтягивался на одной руке, 20 раз подтягивался с 32 килограммами. И все это еще в 2010-2012 годах, когда движение только набирало обороты. Женя выполнял норматив американской команды Barbarians по базовой подготовке, участвовал во всяких челленджах, онлайн-соревнованиях на форумах. Они виделись и с основателем Зефом Заковелли лично. Кто не знает, Заковелли, пожалуй, до сих пор может считаться королем выходов силой и выносливости на турнике, а ему уже 43 года, легенды не стареют. Женя со школы любил базу, подтягивания, отжимания, разные трюки на турнике. Он устраивал в Харькове так называемые популярные тогда слеты турникменов. Наверняка в интернете тебе встречались видео так называемых разрядов по воркауту от 1 по 7. Раньше они также были популярны, все воркаутеры записывали видео. А придумал их Евгений Козырь. Кому интересно будет описание этих нормативов, я оставлю в телеграм-канале и ссылку на него размещу в описании. 10 лет назад в Харькове зарождалась самая крупная в Украине команда Barstylers. На 2020 год ребята открыли 3 больших воркаут-зала и работают секции. Ежегодно проводят 3-5 крупных соревнований, на которые приезжают участники из разных городов, а судьи бывают гости из других стран. Козырь после 2012 года плавно закончил с соревнованиями, мастер-классами и стал семейным человеком. Родилась дочь. Как позже выяснилось, основной причиной ухода были проблемы со здоровьем. Сердце и глаза. Делались операции. Статические элементы несут большую нагрузку, не забывайте правильно дышать и не задерживать дыхание. На моем YouTube-канале Владарович ты найдешь регулярные сюжеты об уличных тренировках и калистенике. Жми колокольчик. Как писал Женя в комментариях примерно год назад, что, как ни крути, занятия спортом, максималистский подход сказываются на здоровье, когда работаем на результат. В 2016-17 годах Козырь возобновлял занятия и ходил в зал к ребятам, восстановил хорошую форму за несколько месяцев и с 48 килограммами доходил до 12 подтягиваний. В базе восстановление шло быстро, и если бы не проблемы со здоровьем, думаю, Женя еще показал бы всем свой камбэк. Козырь в те годы судил харьковские соревнования и чемпионат Украины в Киеве. Позже вновь погрузился в семейные дела и поправлял здоровье. Сейчас он не занимается. Вот что Козырь говорил на своем последнем крупном выступлении в 2012 году, когда его спросили, как он держит себя в форме. Цитата: «Я ни в чем себе не отказываю. Ешь что хочешь, пей что хочешь, думай своей головой. Воркаут – это свободный спорт». Лидер киевского движения Иван Казачок, который с командой выигрывали 1 миллион гривен в талант-шоу и строили первые крупные спортивные площадки. Ваня Казачок считался главным турникменом страны, он реально был именно турникменом, так как если силовые элементы, статику принято считать воркаутом, то Ваня любил технику. Крутился как на площадке, так и в гимнастическом зале. У Казачка было подтянутое атлетичное тело, силовые элементы он также делал. Рекламный ролик фирмы Турников с Казачком в главной роли набрал на YouTube более 11 миллионов просмотров. Ведь сделан ролик был в виде сюжетной короткометражки, и в те годы это было интересно наблюдать. После победы в талант-шоу Ваня стал очень узнаваемым, ведь вся страна наблюдала по телевизору за выступлениями ребят. Многие именно после такой публичности воркаута и стали брать пример. Движение молодых ребят стало возрастать по всей стране. Помню, как сам болел за ребят и отправлял СМС в голосовании финала конкурса. Постановки и воркаут-шоу были сделаны на высоком и креативном уровне, даже если их смотрите сейчас. Если тоже смотрел их выступления и помнишь Ивана Казачка, напиши в комментариях.
В последние годы казачок отошел от воркаута, он больше переключился на железо и отошел от соревновательной деятельности. Стал работать тренером в киевском зале, погрузился в железо. А в 2020-м об Иване вообще ничего не слышно. Его соцсети пустуют, и в медиапространстве он нигде не появляется. Ребят, я в воркауте с 2011 года, а на ютубе с 2019. Если тебе интересны индивидуальные программы тренировок по калистенике или же нужна помощь в развитии своего YouTube канала, то напиши мне, контакты в описании. И еще там можно получить мою мини-книгу по воркауту для начинающих. Никита Морозов начал свои занятия на турнике в 2010 году. Делал он в основном технические элементы, побеждал на соревнованиях и был узнаваем в соцсетях. Тогда он начинал вести YouTube канал и самую популярную позже группу во ВКонтакте о турниках «Несчастный турникмен». Многие элементы он учил по видео канала школы турника у Михаила Баратова, поэтому арсенал элементов у них похожи – джимбар и техника. Никита делал еще в 2010 году элемент «Выход ангела», который и сейчас считается сложным и редко выполняемым. Для него нужна хорошая гибкость плеч, кроме силы. Его узнавали на соревнованиях в других городах, фоткались. С 2014 года он стал вести второй YouTube канал с розыгрышами, челленджами и прочими развлекательными видео, которые не связаны со спортом. Сейчас на канале Никита Морозов более 1,7 миллиона подписчиков. И со спортом по факту он завязал, и его деятельность связана полностью с развлекательными видео на обсуждаемые темы. На ютубе на каждом ролике больше 1 миллиона просмотров, но и этот канал он уже не ведет как год. Занимается той же тематикой, но уже в Instagram. 713 тысяч подписчиков. Богдан Корженевский был также узнаваем наряду с турникменами Иваном Казачком и Михаилом Баратовым и всегда был на слуху после 2010-го. Корженевский из Воронежа, он снимал одни из первых в русскоязычном YouTube обучалки по элементам на турнике. Еще в 2009 году выходили обучалки по флажку, горизонту, о том, как сделать лямки и научиться солнышко. У Богдана сохранилось целых 2 канала с десятками и сотнями тысяч просмотров на YouTube, где остались те обучалки в доступной форме. Также Богдан привносил и юмор в свои спортивные ролики, и их реально было интересно смотреть. Богдан никогда не любил однообразие и занятия чем-то одним, объединяя виды спорта. Прыгает с парашюта, занимался паркуром, делал экстремальные трюки на крышах высоток. Сейчас Корженевский не занимается воркаутом. Он много путешествует, снимает все это на камеру, любит выполнять различные экстремальные трюки, увлекается элементами на полотнах, специальных шторах, и по воркауту видео практически не выходят. Николай Лобанов из России запомнился своим идеальным горизонтом еще в 2012 году. Лобанов высокий атлет и была неплохая мышечная масса. При этом он чисто выполнял статические элементы. Хорошо исполнял ласточку на одной руке, а особенно его можно было выделить за огромный бицепс. Коля выступал на втором чемпионате мира 2012 года, там он занимал 3-е место. Впервые продемонстрировал элемент Dragon Flag на локте. Со сборной России он выступал на Лиге наций, где были командные выступления среди стран. У Лобанова не было сильного разнообразия, но он брал качеством выполнения, своими габаритами, ну и некоторыми новыми вариациями элементов. Всегда был на слуху. Сейчас Коля ничего не постит ни в одной из соцсетей. В Instagram иногда проскакивают фотки обычной жизни. Изредка можно увидеть где-то горизонт ноги врозь, который у атлета делается уже на автомате. Слава Крипак. Один из самых жестких атлетов и уже ближе к современникам, но начинал он давно. Слава один из первых, кто выполнял сложнейшие элементы на пальцах. В основном он был известный своими горизонтами, фулл-планшем и даже стойками на руках на пальцах. Все это он делал на фоне ковра и снимал постоянно в одной локации, дома. Это хоть и было несколько лет назад, но все же, учитывая ту невероятную тренированность пальцев, локация, где снимать, не важна. Изначально Славу много раз публиковали во ВКонтакте в группе DS Workout. Потом, когда пришла эра Instagram и воркаут перекочевал туда, то Крипак заливал свои новые умения уже в Instagram. Сейчас ролики не выкладывает, у него и раньше были длительные перерывы, и даже в этом году выходило несколько роликов на улице на спортплощадке. Когда многие ассоциировали Крипака исключительно с ковром и горизонтом на пальцах, то Слава теперь показал новый уровень на уличной площадке, и арсенал его элементов очень разнообразен.
Будем верить, что Крипак вернется в воркаут и к съемке роликов, какие бы ни были причины отсутствия. Пиши, кого из атлетов ты застал и что помнишь о них. Возможно, благодаря кому-то из них именно ты и начал заниматься на турниках в свое время. Все 6 перечисленных атлетов были высокого уровня и вошли в историю воркаута. Каждый из них меня по-своему в чем-то вдохновлял. В 2021 году мы входим во второе десятилетие развития нашего спорта. Я уверен, что впереди ждут новые направления, новые элементы и, возможно, признание воркаута как официального вида спорта, а это значит, что будут привлекаться новые спонсоры. Как минимум секции по воркауту с профессиональными тренерами все больше появляются, хоть и в крупных городах. Моя мотивация делать подобные сюжеты – это твоя реакция, поэтому нажми на лайк под видео, выбери пункт колокольчика «Все уведомления» и пиши в комментариях мнение о данном выпуске. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях. Автор сюжета – я, Владарович. Разбуди в себе атлета.